Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Линдси Хокер, учительница английского языка, убита в Японии. Ученик расправился со своей учительницей по английскому языку. Кем была Линдси Энн Хокер? Линдси Энн Хокер была родом из Уоркшира в Англии. Она жила со своими родителями, Биллом и Джулией, а также двумя сестрами. Яркая ученица, получившая степень по биологии, славилась своей безграничной любовью к жизни, энтузиазмом и тягой к путешествиям. Линдси хотела увидеть достопримечательности всего мира, услышать звуки природы разных городов и много путешествовала со своим бойфрендом Райаном Гарсайдом. Они планировали мировое турне. Но сначала Линдси хотела начать работу на новой должности преподавателя в Токио, в Японии. Это назначение и желание девушки работать в Токио задержало исполнение планов на путешествие. Райан должен был присоединиться к ней только следующим летом, когда они наконец-то отправятся в путешествие. Тогда ей было 22 года. Линдси получила должность в токийском филиале Нова. Это самая крупная частная школа английского языка в Японии. Линдси убедила свою семью, что в Токио она чувствует себя в полной безопасности. К тому же она нашла там много новых друзей. Она поселилась в общежитии в комнату с двумя соседками-иностранками. Девушке там очень нравилось. Она считала, что наконец-то исполнилась ее мечта. Ее бойфренд остался в Англии. Она каждый день созванивалась с ним и родителями. Но в один роковой вечер родители не смогли до нее дозвониться, и они сразу же забеспокоились. Позвонив на следующий день, родители узнали, что их дочь не ночевала дома. Линдси была очень примерной и послушной, поэтому такое поведение было не в ее характере. Родители подняли тревогу. Встреча с Тацуи Чихаши. 22 марта 2007 года Линдси ехала домой с работы на поезде. Во время поездки к ней подошел незнакомец по имени Тацуи Чихаши и попытался познакомиться. Девушка поговорила с ним достаточно вежливо, но телефон не дала. Тем не менее, Линдси пригласила любознательного молодого человека к себе в квартиру, где он и познакомился с ее соседками. Тацуя нарисовал портрет Линдси и подписал его своим именем, добавив номер телефона. Портрет был великолепен. Девушка пришла в восторг и согласилась учить парня английскому языку. Линдси рассказала обо всем в письме своему парню. Она уверяла, что молодой человек просто очень хочет выучить английский язык. И повода для ревности нет. Кем был Тацуи Чихаши? Тацуи Чихаши родился в префектуре Тиба 5 января 1999 года. Он окончил университет Тиба по специальности садоводства, но Тацуи никогда не работал в поле, потому что был из богатой семьи. Его мать была дантистом, а отец – нейрохирургом. Он жил на деньги, которые родители для него не жалели. По словам его сверстников и друзей по колледжу, Тацуя был социально изолированным и одержимым жестокостью. Его девушка описала парня как серьезного и стабильного мужчину, но поделилась случаем, когда Тацуя ограбил женщину на улице. Его поймали и официально предупредили о наказании за преследование. Тацуя был одержим физической подготовкой и проводил бесчисленные часы за тренировками. Несмотря на такой режим, его психическое здоровье ухудшалось, и он сказал друзьям, что чувствует себя нестабильно.
Никто не уговаривал его обратиться за медицинской помощью и даже не предлагал. В итоге он зациклился на случайно встретившейся незнакомке, молодой учительнице английского языка из Великобритании Линдси Хокер. Линдси пропала без вести. 24 марта Линдси попрощалась с соседями по комнате и покинула их квартиру. Назад она так больше и не вернулась. 26 марта сотрудники школы Нова связались с отцом Линдси и сообщили ему, что Линдси не появлялась на занятиях 2 дня. Ее соседи по комнате позвонили в полицию и заявили об ее исчезновении. Расследование. Полиция исследовала камеры видеонаблюдения, которых в Токио было очень много. Просмотрели запись от 25 марта 2007 года и получила фотографии. На них Хоукер и Ичихаши были засняты в кафе, где заказывали напитки. Линдси, казалось, чувствовала себя неловко. Они просидели 50 минут, пока Линдси давала Тацуе урок английского. После кафе молодые люди решили продолжить урок дома и ушли. Пара взяла такси и уехала. Такси остановилось перед квартирой Ичихаши. Под предлогом отсутствия денег он заманил ее в свою квартиру. Линдси попросила таксиста подождать ее несколько минут и вошла внутрь с Ичихаши. Таксист уехал через 7 минут, а Линдси так и не вернулась. Он был последним, кто видел ее живой. В Итикаве, пригороде к востоку от Токио, 9 полицейских собрались возле квартиры Ичихаши. Когда Тацуя собирался выходить из дома, то увидел что-то подозрительное. Это навело его на мысль об опасности, и он решил бежать. Хоть он и был босиком с тяжелым рюкзаком, ему все же удалось скрыться от полицейских. Тело найдено. Полиция вошла в квартиру и обнаружила обнаженное тело Линдси Хокер. Оно находилось в ванне, заполненной смесью компоста, земли и песка. Ванна стояла на балконе квартиры и служила своеобразной могилой. Из смеси торчала маленькая белая рука. После допроса соседи сообщили, что слышали тяжелый звук, напоминающий удар по металлу, а затем будто что-то волочили. Линдси заткнули рот шарфом, а руки и ноги были связаны садовыми галстуками. Ее голова была обрита. Позже волосы были найдены в полиэтиленовом пакете. Верхняя часть тела Линдси была вся в синяках. Это указывало на то, что она подвергалась длительному избиению. Синяки размером с яйцо были нанесены кулаком. Другие следы на ее теле были от столкновений с мебелью. И Тацуя, и Линдси владели боевыми искусствами, но Ичихаши был более опытным бойцом, достигшим уровня черного пояса. Линдси храбро сражалась с нападавшим, защищая свою жизнь, но Тацуя был все же сильнее. Ичихаши задушил девушку, сломал ей шею и оставил бездыханное тело. 27 марта родителям Линдси позвонили и сообщили, что тело найдено. Ее отец, который уже забронировал билет на рейс в Токио, теперь едет, чтобы опознать свою дочь. Когда я увидел ее, я понял, что это Линдси. Она была моей дочерью, она была такой высокой и красивой, но ее так сильно избили. Моя жизнь в раз закончилась, и моя душа меня просто покинула. Говорил отец Линдси СМИ. Родители надеялись, что убийцу поймают быстро, ведь его имя точно известно. Но вышло по-другому. Он сбежал, и его долго не могли найти. Как Тацуе удалось сбежать? Его объявили в розыск и выпустили новый постер, на котором был изображен подозреваемый, замаскированный под женщину. Полиция распространила по стране 30 тысяч плакатов с изображением Тацуи. Они также опубликовали рисунок с изображением портрета Линдси, который сделал преступник, надеясь, что кто-нибудь узнает его художественный стиль. Следователи изучили все сообщения о появлении Ичихаши, но так и не смогли его найти. В 2008 году к расследованию дела было привлечено 180 офицеров, но следователи так и не смогли найти подозреваемого, и расследование ни на шаг не приблизилось к концу.
Семья Линси даже запустила веб-сайт, обращаясь к общественности с просьбой помочь определить местонахождение Чихаши и обещая за информацию вознаграждение в 10 миллионов йен. Но даже это не помогло. Найти преступника не удавалось еще 1,5 года. В 2009 году предполагалось, что он сбежал на Филиппины или покончил жизнь самоубийством. Полиция выпустила макеты Чихаши в натуральную величину, чтобы привлечь внимание окружающих. Как преступнику удалось скрыться? После побега Тацуя бродил по Токио без денег. Он скрывал лицо под масками, носил шляпы и очки, тщательно избегая зрительного контакта и камер наблюдения. Он не связывался ни с кем из членов семьи, родственниками и друзьями. Прошел год, но полиция так и не смогла найти его. Тацуя отправился на север, в префектуру Аомори, где ему предстояло сделать операцию на собственном лице, чтобы скрыть свою личность. Проходя мимо полицейского участка, он увидел объявление о розыске, на котором было заметно его лицо с родинками на левой щеке. Тогда он собственными руками срезал их канцелярским ножом. Он также решил отрезать себе часть нижней губы, чтобы она выглядела тоньше. Его первая попытка не увенчалась успехом из-за невыносимой боли, но через несколько дней он закончил работу. Операцией он занимался в общественном туалете. Чтобы сделать свой нос более тонким, он отрезал и перевязал его с помощью иголки с ниткой. Он пытался изменить форму и бровей. Боль была очень сильной, но он терпел, лишь бы только не попасть в руки полиции. Ему нужна была пластическая хирургия, чтобы полностью замаскироваться, но для этого требовались деньги. Операция стоила недешево. Используя имя и адрес умершего человека, он устроился на работу в строительную компанию в Осаке. Это позволило ему заработать и накопить 1 000 000 йен. Большая часть денег ушла на 2 пластические операции, в том числе на подтяжку носа. В клинике он дал ложные имена и адреса. Арест. Национальное полицейское управление Японии увеличило денежное вознаграждение за информацию о нахождении Чихаши с 1 миллиона до 10 миллионов йен. По иронии судьбы, именно попытки скрыть свою личность в конечном итоге и выдали убийцу. Клиника косметической хирургии в Нагое сообщила в полицию, когда увидела необычные шрамы на лице Чихаши после самостоятельного удаления родинок, и прислала фотографии своего пациента. К тому же документы парня показались фальшивыми. Это вызвало подозрение, и клиника решила подстраховаться. Полиция опубликовала в СМИ фотографию, сделанную непосредственно перед последней операцией. И Чихаши, увидевший себя в новостях, позже написал: «Мое сердце бешено колотилось, я смотрел на него с дрожью». 10 ноября 2009 года следователи получили телефонную наводку, в которой сообщалось о человеке, похожем на Чихаши, на паромном терминале. Офицеры поспешили на место происшествия и арестовали Тацую Чихаши в отделении Суминоэ в Осаке. Полиция доставила подозреваемого в полицейский участок Суминоэ в Осаке и, взяв у него отпечатки пальцев, подтвердила, что это Чихаши. Вознаграждение было разделено между персоналом клиники косметической хирургии в Нагое, сотрудником строительной компании Осаки, где работал Тацуя, и сотрудником паромной компании Осаки, который сообщил, что видел Чихаши. Я хотел бы поблагодарить каждого человека в Японии, который смотрел телевизор, просматривал газету и ждал, когда Чихаши приедет сюда. Линси любила детей Японии. Теперь я чувствую, что Япония не подвела ее, заявил отец Линси для СМИ после ареста Чихаши. Судебный процесс. Первоначально Чихаши было предъявлено обвинение только в том, что он оставил тело девушки, не вызвал полицию и медиков, потому что в убийстве во время ареста он не признался. Чихаши сказал, что душил Хоукер, чтобы она не кричала во время изнасилования, но убивать не хотел, и произошло это случайно. Перед заседанием суда Чихаши написал родителям и сестрам убитый Хоукер, поскольку в Японии подсудимые могут получить более короткие сроки, если семья жертвы примет их извинения. В своем письме сознавшийся убийца писал: «Никто, кроме меня, не виноват.
Я возьму на себя всю ответственность. Я никогда не забуду о ней и о том, что я сделал с ней. Это мой крест, и я буду нести его до самой смерти. Мне очень жаль. Я не только разрушил ее жизнь, но я также изменил вашу жизнь. То, что я сделал с ней и с вами, никогда не будет прощено. Я был злым. Семья Линси отвергла письмо и потребовала, чтобы суд не проявил пощады и вынес ему смертный приговор. Во время первого судебного заседания плачущий Чихаши сказал суду: «Да, я изнасиловал ее. Да, я согласен, что Линси умерла из-за моих действий, но я не хотел ее убивать. Только Линси и я знаем, что на самом деле произошло в тот день, но она больше не может говорить из-за меня. Я понимаю это и обязан говорить правду на протяжении всего судебного процесса». Вердикт и приговор. Долгожданный вердикт суда собрал 950 зрителей, которые выстроились в зале суда, рассчитанном на 60 мест. Перед вынесением приговора, для безопасности, Чихаши в наручниках ввели в зал суда. Он вошел и поклонился семье Хоукер и родителям Линси, сидевшим рядом с прокурорами. The Guardian сообщила, что он пал перед парой в драматическом проявлении раскаяния, но семья погибшей девушки его проигнорировала. Вердикт был вынесен коллегией из 6 народных заседателей и 3 профессиональных судей. Судья Масая Хотта зачитал решение и описал действия Чихаши при полном заполнении зала суда. Вскоре после того, как подсудимый вошел в свою квартиру с девушкой, он нанес потерпевшей несколько сильных ударов в область правого глаза. Он также ударил ее в другие части тела, а потом связал клейкой лентой, чтобы она не сопротивлялась, когда он будет ее насиловать. Чихаши изнасиловал ее, чтобы удовлетворить свое сексуальное желание, а затем попытался скрыть содеянное, совершив убийство. Затем он попытался скрыться, бросив ее тело на месте. Преступление было непростительным и жестоким. Чихаши повторял иррациональные, неестественные заявления, которым противоречат доказательства. Мы не верим, что он размышлял о своем преступлении от всего сердца. В Японии крайне редко выносят смертельный приговор за убийство только одного человека, а Чихаши ранее не был судим. 21 июля 2011 года Тацуя был приговорен к пожизненному заключению за убийство Линси Хокер. Жив ли Тацуя Чихаши в 2023 году? После осуждения Тацуя Чихаши был заключен в тюрьму Нагано, где он является преступником класса Б. Сокамерник сказал: Чихаши было назначено работать на заводе номер 10. Он был склонен держаться в стороне, общаясь только с теми, с кем он чувствовал себя комфортно. Заключенный также отметил, что у Чихаши много страстных поклонников и что его родители ежемесячно навещали его и давали финансовые пожертвования. Тацуя Чихаши написал книгу «Пока меня не арестовали», в которой он собирался изложить свою версию истории как жест раскаяния в совершенном мною преступлении. «Я лишил Линси жизни», – писал он. «Этого факта не изменить». Он предложил семье Линси любые гонорары, которые могла бы принести книга, но семья отклонила его предложение. Согласно статье 28 Уголовного кодекса Японии, Чихаши будет иметь право на условно-досрочное освобождение после отбытия 10-летнего срока заключения. Однако средний срок лишения свободы пожизненно составляет 32 года и 10 месяцев. Вот так в одно мгновение оборвалась жизнь невинной девушки. В свои годы она достигла многого. Получила степень по биологии, переехала в Японию, устроилась на работу в престижную частную школу. Наверняка помимо путешествия с возлюбленным и успешной карьеры, у Линси были и другие планы на жизнь, так же житейские, как и у нас. Но ее жизнь отобрал человек, которому она искренне пыталась помочь выучить английский язык. Как вы думаете, почему Чихаши совершил это преступление, и действительно ли он раскаялся? Была ли вина самой девушки, доверившейся незнакомцу и спокойно последовавшей с ним в его квартиру? Свои ответы оставляйте в комментариях. Ну а на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат?
как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью. Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.